Для изучения этого трюка вы должны уметь делать Neosonic Reverse. Видеоурок на Neosonic Reverse есть на нашем канале. Также перед изучением попрактикуйте сгибать пальцы так, как показано на видео. Сначала сгибайте по одному пальцу. Если не получается, помогите себе второй рукой. Зафиксируйте 3 пальца второй рукой, один оставьте. Тот, который свободный, начинайте сгибать. Проделайте так с каждым пальцем. Тренируйтесь до тех пор, пока не получится сгибать все пальцы один за другим без помощи второй руки. Возьмите ручку в слот Т1 чуть ниже середины, чтобы большая часть ручки смотрела вверх. Затем сделайте Neosonic Reverse, но нам нужно его модифицировать. Когда вы делаете Neosonic Reverse и ручка начинает перекидываться через указательный палец, согните его. Ручка должна продолжить вращение на тыльной части пальца. Теперь сделайте все то же самое в слоте Т2. Когда ручка начинает перекидываться через средний палец, согните его. Теперь соединяем сгибание указательного и среднего пальца. Сделайте модифицированный Neosonic Reverse. Когда ручка сделает практически полный оборот, согните средний палец и надавите им на нижнюю часть ручки. Это задаст инерцию ручки для следующего оборота. Дальше учимся сгибать безымянный палец. Делайте все то же самое, что и при выполнении с указательным и средним пальцем. Когда научились сгибать безымянный палец, соединяем сгибание со средним пальцем. Сделайте модифицированный Neosonic Reverse в слоте Т2. Когда ручка сделает практически полный оборот, согните безымянный палец и надавите на нижнюю часть ручки безымянным пальцем. Дальше учимся ловить ручку. Сделайте Power Pass со слота Т2. Когда ручка сделает практически полный оборот после сгибания безымянного пальца, согните мизинец и поднимите безымянный палец. Благодаря этому вы поймаете ручку в слот 3-4. Последний этап изучения. Учимся делать полный Power Pass. Сделайте модифицированный Neosonic Reverse. Когда ручка сделает практически полный оборот над указательным пальцем, согните средний палец и надавите им на нижнюю часть ручки. Затем ручка сделает оборот над средним пальцем. После этого согните безымянный палец и надавите им на нижнюю часть ручки. И в конце поймайте ручку в слот 3-4. Трюк готов. Также можно сделать Power Pass и с мизинцем. Сделайте Power Pass, и когда ручка перекидывается через безымянный палец, не ловите ее в слот 3-4, а согните мизинец и надавите им на нижнюю часть ручки. Важные моменты. Ладонь находится в положении между Palm Up и Palm Side. Это самая удобная позиция выполнения трюка. Но можно делать и в положении Palm Up. Все зависит от ваших целей. Самый важный нюанс заключается в том, чтобы понять,
что ручка не зажимается между пальцев, а просто перекатывается по ним. Вот пример неверного выполнения PowerPass. Ручка зажимается между пальцами, и из-за этого получается FingerPass вместо PowerPass. Постарайтесь понять это и заставить ручку словно плыть по вашим пальцам, толкая и направляя ее между слотами. В следующем видео я научу вас использовать этот трюк в комбо. На этом туториал подошел к концу. Я желаю вам удачи и терпения в изучении этого нереально крутого трюка. До встречи в следующем видео.